Добрый вечер, друзья. Точнее, доброй ночи. Магия существует испокон веков, с древних еще времен. Неизвестно доподлинно, сколько тысячелетий. Это ремесло, религия, изначальное знание человечества, называйте как хотите. Однако такое понятие, как свечи, фотография, благовония и так далее и тому подобное появилось относительно недавно. Но по сравнению с тем, что из себя представляет первая религия человечества – магия. Тогда возникает вопрос, как же тогда люди обходились без фотографий, без портретов, без вещей человека, которому хотели помочь? Ответ такой. Дело в том, что человек, который посвящен, человек, который за плечами имеет большой опыт работы, человек, который перенял свои знания от своих предков, или по генетической линии передаются этому человеку вот эти знания, подсознательно и так далее, то есть его избрали для того, чтобы он всю свою жизнь занимался вот этим темным ремеслом. Такой человек имеет разрешение воздействовать на людей вне пространства и времени, и без их определенных вещей и фотографий. То есть весь духовный мир взаимосвязан. И если человек получает посвящение, если человеку разрешено обратиться к этим силам, то какая разница, есть фотография, есть вещь или нету ничего, а есть просто образ, есть имя этого человека, дата рождения, имя матери, как можно более подробное, да, скажем, касаемо этого человека информации, то, обращаясь к силам тьмы, точно так же можно помочь человеку отозвать те силы, которые напущены на этого человека. А мы знаем, что каждая сфера имеет своего беса, демона, покровителя. Точнее, демона, а бесы служат для этой цели. И если обратиться к этому демону-покровителю, попросить отозвать того беса, который пришел мучить этого человека, то, соответственно, болезнь, либо сумасшествие, либо одержимость, либо какая-то иная беда отходит от этого человека, поскольку хозяин вот этих существ, сущностей, сам отзывает обратно по просьбе колдуна. Я думаю, что в принципе вам уже стало ясно принцип работы, как это получается. В данный момент я сделала уже 2 ритуала для этого человека, а сегодня делаю заключительный ритуал, а та часть, тайная часть, которую вам нельзя видеть, слышать, знать, это вам не показывается. Вообще все мои ритуалы, которые я показываю, я вам не рекомендую повторить, но они не легкие, конечно, но самая сложная и таинственная часть, конечно, остается за кадром. Я вам показываю всего лишь то, что можно показать, и что не повлияет на меня в том числе. Если возникает вопрос, можно ли фотографировать и снимать вот этот весь процесс, то можно, но не всем. Если я это снимаю и фотографирую, значит, я понимаю, что у меня есть определенное разрешение, и все-таки я этим занимаюсь не первый день. И, естественно, я знаю, что мне можно, что нельзя, что разрешено, а что запрещено. Итак. Для этого ритуала нам понадобится следующее. Черные свечи. Пишем на листке бумаги имя человека, дату рождения и имя матери, которая родила эту девушку. Если имя родителей неизвестно, то можно просто имя человека. Иногда бывает, что колдуны наводили порчу или очищали человека, даже не зная его имени, просто держа в голове образ. Понимаете как? Вот эти потусторонние сферы, они проникают везде и всюду. И они вполне способны найти любого человека в любой сфере, вне земного и
временного пространства помочь этому человеку, либо наоборот навредить. Итак. Я настроюсь. Здесь находится кусок черного хлеба и 6 медных монет. Монеты могут быть любые, 10 рублей, 10 копеек, 50 копеек. Главное, чтобы они были медные. Имя мое в черной книге, черной кровью написано: дана мне власть и разрешение просить тьму и получить то, что попрошу. О, тьма великая, сила средь сил, начало начал, ты меня услышь, ты мне помоги, ты мне подсоби. Отзови свое чадо супостата от Ирины, рожденный в 76 году от матерью Галиной. Отзови, запри, обратно не пускай. Убери злой дух обратно в свои дебри земли, расточи, запри, на 7 замков спрячь, за 7 печатями, обратно к Ирине не пускай. Да будет так. «12 ангелов света, 13 демонов тьмы, встаньте по разную сторону за моей спиной, и да исполнится то, что мною было брошено, заклято, 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 исполнится». Это чаша для подношения, специально для таких дел. Туда я иногда ложу фрукты, иногда определенные травы, иногда хлеб, монеты и так далее. Вот хлеб с монетами потом отнесу на перекресток, оставлю с определенными словами, которые я говорить не могу. Эти заклятия, эти ритуалы можно совершать только тем людям, которые имеют разрешение, определенную степень в своей профессии, в своем ремесле. Не рекомендуется повторять людям, которые еще только что начинают заниматься магией, еще неизвестно, можно ли им заниматься вообще, и тем более простым смертным я не рекомендую такие вещи делать, потому что это очень опасно. Вместо того, чтобы снять дух либо болезнь с человека, вы можете все это на себя навлечь и в течение многих лет страдать от того, что демоны будут просто-напросто напиваться вашей энергией жизненной. А это не шутки. Судя по тому, что мне написал человек, ей стало очень легко после вчерашнего проведенного ритуала, а вот после этого ритуала ей станет намного легче, потому что это уже второй этап. Обычно самый сложный этап – это первый, который я вам показывать не могу. Всего доброго, спокойной ночи.